Сегодня у меня на столе будет очень необычная игра. И я бы даже не сказал, что это прямо настольная игра, это скорее такой настольный игровой опыт, который будет происходить в полной тишине. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. На столе у меня сегодня Alice is Missing, и это настольная ролевая игра, в которой вы будете творить собственную историю в каждой отдельной партии. Хотелось бы сразу сказать, что это далеко не детская игра, и детей от нее нужно держать подальше, потому что она затрагивает многие темы насилия, взаимоотношений между людьми, смерти, различных обвинений, абьюза, унижений и чего угодно, что могло бы случиться, в принципе, в обычных взаимоотношениях между людьми в маленьком городке, но давайте обо всем немного подробнее. Сегодняшний обзор будет больше не про механики, потому что механик как таковых в игре нет, но я вам расскажу, как в принципе проходит игровой процесс, как она играется, и больше буду говорить про впечатление от игры, потому что впечатление — это самое главное, что как раз эта самая игра и дарит. Важный момент в том, что, как я уже сказал, эта игра может затрагивать различные темы, и поэтому, когда игроки садятся за нее, нужно сразу немного будет обговорить границы дозволенного, скажем так, в вашей компании, что вы готовы обсуждать, что вы не готовы обсуждать, если там будут какие-то сцены насилия, насколько красочно их нужно описывать, или говорить о них только вкратце, насколько возможно взаимоотношения полов в игру вводить и так далее. Игра для взрослых, да, и я бы даже сказал, что 18+, она даже, в принципе, в компонентах некоторые элементы содержит, которые будут вас вести к тому, что это игра 18+. История игры крутится вокруг пропажи Элис Брайервуд. Это 16-летняя девушка, ученица старшей школы, которая 3 дня назад пропала. Каждый из игроков за столом получит себе отдельную роль, будь то ее старший брат, будь то влюбленный в нее парень, ее подруга и так далее. Всего в игре 5 ролей изначально, и каждый из них имеет некоторую предысторию и некоторые взаимоотношения с Элис. Эти взаимоотношения вы будете раскручивать сами, то есть вам изначально каждому персонажу будет дана всего лишь вот такая карточка, и в ней написано, кто вы. Соответственно, вот, например, вот Джек Брайервуд — это ее старший брат, и, соответственно, вам нужно будет рассказать всей своей группе о том, почему в последние дни вам и сестре дома жилось непросто и не сладко. И у каждого игрока будет такая вот небольшая завязка его сюжетная, которую он должен будет рассказать, додумав сам, почему это могло бы быть. Поскольку эта игра построена на механике storytelling, то есть игра про рассказ истории, вы будете очень много додумывать сами, увязывать все, что до этого говорили ваши друзья, в одну общую канву и историю, создавая свой собственный сюжет и неповторимое повествование, которое будет новым в каждой игре. И помогать вам в этом будут специальные карточки, но к ним немножко позже мы еще вернемся. Итак, Элис пропала, и ваша цель игры — найти Элис. Но по факту вы всего лишь подростки или молодые люди, которые не обладают ни полицейскими навыками, ни какими-то полномочиями властными для того, чтобы это делать. Поэтому вы все это будете делать сами, исследуя различные места и разговаривая с людьми вроде как, которые могли бы быть причастны к этому. Этих мест у нас в игре 5 различных. Это старый заброшенный амбар, маяк, парк, ночной клуб и железнодорожная станция. Все эти места каким-то образом могут быть связаны с Алисой. И вы в начале игры получаете себе вот такой листик, его надо будет распечатать из интернета, где, соответственно, вы запишете, какой вы персонаж, ваши взаимоотношения с другими персонажами, вам намеки на них будут также даны вот в такой вот специальной карточке. Вам нужно будет выбрать одного персонажа, с которым у вас будет одно взаимоотношение, другого с другим. И взаимоотношения могут быть, что вы очень хорошие друзья, или наоборот, что вы очень плохие друзья, и так далее, и так далее, и так далее. И это дает вам намеки на то, какой отыгрыш у вас должен будет быть в ходе игры. Под отыгрышем нужно понимать, что ваш персонаж — это ваша роль. И вам нужно будет вести себя так, как вел бы ваш персонаж, учитывая вот эти все изначальные позиции, которые вам дает игра. То есть, если, например, я знаю, что Джулия Норт — это девушка, с которой я всю жизнь не ладил, мне нужно будет отыгрывать так, что как будто я с ней всю жизнь не ладил, несмотря на то, что, может быть, это мой лучший друг или лучшая подруга играют за нее. Также у нас будет 5 лиц, которые каким-то образом могли бы быть связаны с пропажей Элис. И там у нас может быть и бывший парень, и чувак, который подсматривает за всеми и наблюдает за подростками, и учитель истории, и задира школьный, или просто самый популярный парень в школе. Все эти карты замешиваются в колоды и пригодятся вам по ходу игры. Также вот из таких случайных карт генерируются ваши события, которые будут у вас происходить в игре. Их в игре будет 9 штук.
и они связаны будут с таймером игры. Игра вся проходит в течение 1,5 часов. Для этого ставится специальный таймер, выглядит он вот так вот, есть на YouTube. И в ходе этих 1,5 часов будет происходить весь сам основной игровой процесс. Плюс вам понадобится некоторое время на подготовку, когда вы будете как раз расписывать свои предположения по другим персонажам, что вы как к ним относитесь. Плюс, когда вы будете прописывать именно своего персонажа. Я вот, например, это делал вот таким вот образом. Вот это моя предыстория того, почему у нас дома с Элис были не очень хорошие дела. Я играл как раз Джеком Брайервудом. Вся игра проходит в полной тишине, за исключением того, что у вас будет играть тематическая музыка из того же самого ролика на YouTube, который вы поставите себе как фон. В этом ролике будет обратный отсчет таймера с 90 минут до 0 минут. И когда, например, 80-я минута настает, одному из игроков нужно будет открыть вот такую вот карточку, на которой написано 80. Эти карточки будут давать вам намеки по развитию сюжета. Они будут каким-то образом вам подсказывать, что нужно сделать и каким образом описать ситуацию в дальнейшем. То есть там может случиться такая ситуация, что вам в какой-то карточке скажут, что вот в этой локации, откройте карточку этой локации, вы открываете ее, смотрите, там железнодорожная станция, что там видели Элис. И на этом вы будете дальше основывать свою историю. А теперь обо всем поподробнее. Итак, Элис пропала, каждый игрок получает свою роль, и вы будете отыгрывать их, но вы все будете это делать в каком-то чате. Вы можете сделать чат в Телеграме, в WhatsApp, где угодно, можете даже ВКонтакте это сделать, и будете там переписываться. Поскольку вы не можете по правилам игры находиться в одном и том же месте, вы вынуждены, соответственно, переписываться текстовыми сообщениями друг с другом. И вот в этом заключается весь интерес игры. В самом начале один из игроков, тот, который играет Чарли Барнсом, это парень, который год назад уехал из этого места, из-за того, что его родители развелись, и вернулся обратно на некоторое время для того, чтобы пообщаться с друзьями, ну и там мама решала какие-то вопросы. Он первой карточкой, она всего одна, то есть если всех вот этих вот карточек по несколько в игре, и все они будут по-разному замешиваться в каждую партию, и у вас будут разные события случаться в ходе игры, первая карточка всегда одинаковая, и она скажет вам, что вот этот самый Чарли Барнс должен создать чат и в него написать сообщение, типа того, что ребята, я приехал, договаривались с Элис встретиться, а что-то она не отвечает на сообщение. И дальше здесь вы в роли своих персонажей уже вступаете в игру. Вы можете начать рассказывать Чарли Барнсу о том, что Алиса пропала, и о том, что, соответственно, мы ее нигде не видели, что надо было бы ее найти, и так далее, и так далее, и так далее. И первая часть карточек будет вам давать некоторые намеки, вводные на то, что могло происходить с Элис. Также у каждого из ваших персонажей вот здесь вот будет прописан секрет. И этот секрет, ну как, он не конкретно прописан, что вот ваш секрет такой-то. Он будет говорить вам о том, что, например, вы там с Алисой из-за чего-то поругались, может быть, подрались и так далее, и так далее, и так далее. Вы сами должны додумать, что это за секрет. Он также немного скрывает вашего персонажа и дает вам возможности для отыгрыша. То есть, например, в моей истории у Элис с мамой были большие проблемы, и в какой-то момент она полезла с мамой в драку, я маму защитил вроде как и треснул Алисе типа из серии. И у меня как раз была карточка, да, из-за чего я это придумал, было сказано, что мы с Алисой подрались по какому-то поводу, мне нужно было придумать повод. И вот, соответственно, поводом моим было то, что она психанула, напала на мать и так далее. Вы все это делаете сами, и этот секрет, для того, чтобы игра хорошо раскрывалась, вам нужно было бы кому-то из игроков рассказать, а может быть и всем в какой-то момент, когда сюжетно это будет круто, и когда сюжетно вы сможете подвести психологически под то, что это было бы неплохо. В ходе подготовки к игре вы не только проработаете своего персонажа, но также каждый из вас расскажет про одно из этих мест и про одного из этих персонажей, почему они могли бы теоретически быть связаны с пропажей Элис, и почему как бы это какие-то, может быть, злачные места или, наоборот, какие-то важные для нее места. Вы это определите, и в ходе игры все игроки будут пользоваться именно этой информацией. Каждый из вас будет тянуть по карточке и расскажет про нее. Потом эти карты замешаются, как я уже показал, и будут участвовать в игре, в игровом процессе. Если ваша игра будет заходить в тупик, вы сможете тянуть такие карты. И эти карты дают вам некоторые намеки на то, что вы могли бы найти в том или ином месте, поэтому делать это может только если вы сказали, что вы поехали в какое-то место. То есть, например, если я поехал на маяк и не могу сам придумать, что я там нашел и что я там узнал для того, чтобы каким-то образом приблизиться к местонахождению или информации о том, что случилось с Элис, то я могу вытянуть такую карточку, она мне скажет, что я там конкретно увидел, и я буду раскрывать свою историю дальше по этому поводу. Например, если бы я нашел там пистолет и мог бы додумать о том, что в нем не хватает патронов, рассказать об этом в чате ребятам, они бы сами мне тоже накидали догадок, что могло произойти и так далее.
Тем более, что это место, где Алису, может быть, видели или где люди знают, что она там находилась в какое-то время. Но при этом важный момент в том, что вы не имеете права по правилам игры находить саму Алису, ее машину и телефон, пока вам карточка какая-то этого не скажет. И рано или поздно, скорее всего, они вам об этом скажут. В ходе игры ваши персонажи даже могут теоретически умереть. И тогда вы перестаете писать в чат, и люди узнают об этом другие, только если прибудут в то место, где вас видели в последний раз, тогда вы в личном сообщении уже можете сказать, в каком виде вас обнаружили. И это тоже часть истории, из-за этого не надо расстраиваться. Если это произойдет, то это произойдет не моментально в какой-то момент, и не обязательно это должно случиться. Но все, что вы делаете в этой игре, это сплетаете общую историю, от которой должны исходить эмоции, которая должна двигать вас по сюжету, и при этом этот сюжет, который придумываете вы. Вы пишете сценарий собственного расследования исчезновения Алисы. Вы определяете все, что происходит в вашей истории. Вы определяете все, что происходит с вашими персонажами, как они взаимодействуют друг с другом, какие они испытывают эмоции и какие эмоции испытываете вы сами от того, что они это делают. Иногда немые паузы могут создать определенное напряжение. В частности, у нас концовка истории была, когда мы уже обнаружили вроде как Алису, она настолько напряженная, что я в какой-то момент просто перестал писать текстовые сообщения ребятам, и они заспамили меня шквалом сообщений о том, что происходит, где ты, как вы, что с ней и так далее, и так далее, и так далее. Но я это уписал в сюжет, в то, что в этот момент мы просто не могли отвечать на телефон, потому что мы там бежали, например, да, и так далее. То есть это все можно устраивать для того, чтобы вам и вашим друзьям было интересно, комфортно и эмоционально, главное, играть. Сеттинг игры при этом определен, и сеттинг игры — это маленький американский городок современный, который переживает не лучшие времена после экономического кризиса. То есть да, такое мрачное настоящее, но вы в нем живете, и как раз за счет того, что сеттинг — это настоящее время, и то, которое вы, в принципе, видите сами или многое видели в кино, он позволяет вам хорошо вжиться и в роль ваших персонажей, и создавать историю, которая будет вам близка. То есть, если бы даже это было фэнтези, про которое все много знают, классическое дженерик, так называемое фэнтези, было бы сложнее. Здесь вы переживаете за своих персонажей, вы понимаете конкретно, что двигает каждым из них, какая у них мотивация, какие у них взаимоотношения между собой, потому что вы все это проходили сами в своей жизни. Еще интересный момент в том, что мы с ребятами после партии заметили следующую вещь. Мы достаточно много играем в ролевые игры настольные, но не всегда люди могут раскрыться в ролевой игре и отыграть роль своего персонажа, говоря слова. А оказалось так, что поскольку вся игра происходит у вас в мессенджере, писать по-настоящему гораздо проще. Потому что у вас есть время обдумать, что вы напишете, и вложить смысл в слова тот, который вы именно хотели. Это, конечно, не так передает эмоциональную составляющую вашего ответа, то есть вы не можете нормально передать там крик или сожаление или так далее, но тем не менее вы все равно можете написать то, что очень круто бы генерировало вашу историю, и вам будет проще отыгрывать, даже если вы не знакомы с ролевыми играми. Если у вас будет хотя бы один человек за столом, который в принципе понимает, как эта игра работает и как все должно быть, вы втянетесь минут за 10-15, ко второй, третьей карточке вы уже будете понимать, что как происходит, вживетесь в роль своего персонажа и будете действовать как он. Вообще, Alice is Missing — это не настольная игра в том понимании, в котором настольщики привыкли видеть настольные игры. С другой стороны, это также и не ролевая игра в том виде, в котором ролевики привыкли видеть ролевые игры. Однако, если вы уловите то, что игра хочет, чтобы вы делали, вы получите неповторимые впечатления и эмоции. Игра будет раскрываться постепенно и будет давать вам намеки на сюжет постепенно. Даже если вы подвиснете в какой-то момент и не будете знать, что придумывать дальше или что делать, дойдет время до определенной карточки, и она вам подскажет, что нужно делать. Она будет давать вам намеки на сюжеты, намеки на события и так далее, и так далее, и так далее. И рано или поздно, если вам повезет, вы Алису, конечно же, найдете, но в каком состоянии вы найдете, зависит от того, как пойдет ваша история и как вы сами будете создавать свою собственную историю. Я не скажу, что у игры огромная реиграбельность, но скажу так, что эта игра очень достойная быть на полке настольщика для того, чтобы доставаться с определенной, не очень частой периодичностью. По одной простой причине. Одной и той же компании играть подряд две партии было бы, на мой взгляд, сложно, потому что игра достаточно сильно эмоциональная, иногда даже немножко стрессовая, то есть вы реально за счет того, что вы и ваши игроки с вами за одним столом создают различные ситуации и пишут историю так, как они ее видят, переключиться на новую историю, как только вы нашли одну Алису,
переключиться на другую было бы немножко сложно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, играть в нее разными компаниями или доставать ее через некоторое время, когда уже история эта подзабылась, на мой взгляд, было бы очень интересно. Во-первых, потому что все-таки карточки дают достаточно много разнообразия, а во-вторых, потому что ни одна история не будет похожей. Каждый раз вы будете придумывать для вот этих мест и для этих персонажей разную предысторию, которой вы будете пользоваться. Каждый раз у вас может быть даже немножко разная Алиса, потому что вот этих вот постеров в интернете достаточно много. Каждый раз вы можете брать разного персонажа и пытаться узнать, что бы он делал в той ситуации. Ну и концовки у игры, конечно же, тоже разные, потому что вот эта вот последняя карточка, которую вы вскроете на 10-й минуте, она дает разные варианты развития событий. Плюс эти карточки привязаны все-таки к вот этим и к вот этим, и они будут выпадать в разных соотношениях, и за счет этого вы будете генерировать каждый раз новый сюжет, новый нарратив, новое повествование. Интересно то, что когда наша история закончилась, за столом несколько минут прямо была пауза. Каждый переваривал все, что с ним произошло за последние 1,5 часа, и это было очень интересно, это такие непередаваемые впечатления, и я бы сказал, что уникальный игровой опыт. Но зайдет это, конечно же, далеко не всем. Во-первых, нужно понимать, что эта игра основана не на механиках, это игра, основанная на людях, с которыми вы играете. Поэтому, если у вас есть компания, которая хотела бы создавать свою собственную историю, где вы могли побыть и сценаристами, и героями одновременно, и побывать внутри сериала какого-нибудь типа Twin Peaks, то Alice is Missing вам точно подойдет. Ну и для настольного кругозора, на мой взгляд, это очень важная игра, потому что такого я до этого еще не видел. И это все, что я вам хотел сказать на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.